послушай меня, дитя мое. Я говорю с тобой именно в этот момент, потому что твое сердце слишком долго плакало в тишине. Ты пытался притвориться, что все в порядке, но я, твой Бог, вижу тяжесть, которая давит на твою грудь, когда никто не смотрит. Я вижу ночи, когда сон ускользает от тебя не из-за шума, а из-за страха. Страха перед счетами. Страха перед будущим. Страха, что твоя судьба может остаться запертой за дверью, которую ты так и не научился открывать. И все же, даже сейчас, даже в этот момент трепета, я поместил это послание перед твоими глазами, потому что я готовлю чудо, которое не поместится в той комнате, где когда-то обитала твоя нищета. Но прежде чем я явлю его, прежде чем я вложу ключ в твои руки, ты должен оставаться со мной до самого конца, потому что есть сокровенная тайна, которую ты еще не слышал, истина, которая поколеблет самые основы бедности, сковавшей тебя. Я предупреждаю тебя мягко, но твердо, не покидай это послание преждевременно. То, что я открою позже, несет в себе божественную тяжесть, священное обещание, сверхъестественное наставление, которое изменит твою жатву, превратив нужду в изобилие. Многие начинают слушать, но убегают, когда свет разоблачает то, что держало их в плену. Но не ты. Ты пришел сюда, потому что твой дух почувствовал, что что-то меняется. Ты можешь это ощутить тихо, как трепет в атмосфере. Что-то святое, что-то безошибочное приближается к тебе. Ты в одном шаге от вступления в завет, который изменит направление твоего благосостояния, твоего мира, твоего будущего. И вот почему ты должен услышать каждое слово, потому что каждое предложение несет в себе семя преображения, а семя, которое ты покидаешь, не может расти. Прямо сейчас ты стоишь на краю неожиданного поворотного пункта. Возможно, ты этого не видишь, но небеса сдвинулись. Путь позади тебя закрывается, и путь перед тобой открывается одновременно. Твои страдания не остались незамеченными. Твоя молитва, прошептанная в темноте, достигла меня задолго до того, как ты сам об этом подумал. И сегодня я отвечаю не шепотом, но откровением. Откровением, которое многие никогда не получат, потому что они не захотели сидеть спокойно достаточно долго, чтобы услышать окончательное наставление. Вот почему это послание не просто видео, это священное назначение. Это встреча между твоей разбитостью и моей восстанавливающей силой. Не отступай. Не сомневайся. Не позволяй врагу убедить тебя, что ты услышишь это позже. Позже – это враг наследия. Сейчас момент преображения. Остаться. Потому что скоро я открою тайну, которая уничтожает финансовые бури. Скоро я явлю ключ, отпирающий дверь, которую мир захлопнул перед твоим лицом. Скоро я дам слово, которое противостанет всему, что боролось против твоего процветания. И когда этот момент наступит, твое сердце осознает, что это не совпадение. Это не случайность. Это не алгоритм. Это моя рука вытаскивает тебя из ямы, которая пыталась похоронить твое будущее. И есть нечто другое, нечто, чего ты не ожидаешь, ожидающее тебя в середине этого послания. Нечто мощное. Нечто, избранное для тебя. Нечто, что испытает тебя, прежде чем благословить. Ты не захочешь пропустить это, потому что это откровение станет подтверждением того, что твое чудо уже движется к тебе. Но прежде чем я открою что-либо из этого, мне нужно твое внимание. Все твое внимание. Потому что то, что я собираюсь открыть, обладает силой разорвать циклы, которые поколения до тебя не смогли разорвать. Не уходи. Не отводи взгляд. Твоя судьба переписывается, пока ты слушаешь, и благословение, о котором ты молился, ближе, чем когда-либо. Оставайся до самого последнего слова.
Перемена начинается сейчас. Дитя мое, теперь, когда ты вступил в этот священный момент, я должен повести тебя глубже в ту истину, с которой ты боялся столкнуться. Ты носил тяжесть бедности не только в своих карманах, но и в своем сердце, в своих мыслях, в тех тихих уголках твоего духа, где пытается спрятаться стыд. Многие вокруг тебя видят только внешнее, но я, твой Бог, вижу внутренние бури. Я наблюдал, как ты подсчитывал, беспокоился, растягивая то немногое, что у тебя есть, словно пытался наполнить разбитый сосуд. Я видел, как ты пытался дышать под финансовым давлением, которое ощущается как духовное удушье. И хотя твои уста провозглашают веру, твой разум боролся с сомнением, потому что нищета имеет обыкновение говорить громче, чем надежда, когда мир рушится вокруг тебя. Ты переживал моменты, когда счета, казалось, умножались за ночь, когда каждая дверь, которая должна была открыться, вместо этого силой захлопывалась. Ты знаешь, что значит выбирать между самым необходимым, жертвовать столь простыми мечтами, что другие не могут понять боль от того, что приходится их отпускать. Ты чувствовал укол заимствования, унижение и притворство стабильностью, боль ожидания финансового чуда, которое, казалось, обходило твое существование стороной. И все же ты остался жив. Ты продолжал двигаться. Ты продолжал верить, даже если твоя вера казалась надтреснутой и дрожащей. Это потому, что я хранил свой завет с тобой, даже когда ты думал, что в твоей ситуации не осталось ничего святого. Но услышь меня, ибо я говорю с божественной властью, тебе никогда не предназначалось жить в нужде. Ты никогда не был создан для выживания на обрывках надежды или фрагментах богатства. Нищета – не твое наследие. Дефицит – не твоя судьба. Ты – избранный сосуд, сформированный для изобилия, созданный для урожая, который не иссякает. Но бедность пыталась убедить тебя, что ты забыт, что ты находишься вне моих обещаний, что благословение, предназначенное для других, почему-то проходит мимо тебя. Это ложь, которая обвелась вокруг твоей жизни, как незримая цепь, и сегодня я здесь, чтобы разбить ее. Позволь мне говорить прямо, твои финансовые страдания – это не только деньги. Это вопрос идентичности. Это духовная битва за то, кем ты себя считаешь. Враг шептал тебе, что твои неудачи определяют тебя, что твои ошибки лишили тебя права, что твои трудности доказывают, что ты недостоин внимания Бога. Но услышь истину, враг боится тебя, потому что я поместил в тебя величие, которое он не может удалить. Вот почему он атаковал твои финансы. Вот почему он нацелился на твою стабильность. Если он не мог уничтожить твою душу, он пытался истощить твою силу. Но чего он не ожидал, так это того, что даже посреди давления, даже в огне невзгод, твоя вера отказалась умереть. Мне нужно, чтобы ты понял нечто решающее, прежде чем я открою тайну позже в этом послании. Бедность – это не просто состояние, это стратегия. Духовная атака, разработанная для искажения твоего видения и удушения твоего мужества. Она ослепляет тебя для возможностей, разрушает твою уверенность и держит тебя в ловушке циклов страха. Бедность – это вор, и она уже слишком много украла у тебя. Она украла твой мир, твой покой, твое чувство собственного достоинства, твою способность свободно мечтать. Но сегодня я объявляю войну каждой цепи, которая связывала тебя с этой нищетой. Не твоей силой, но моей. Ты выйдешь из этого момента не тем, кем вошел. Но прежде чем я пойду дальше, прежде чем я приведу тебя к откровению, которое зажжет твое преображение, мне нужно твое обязательство. Несложное, не трудное, простой, но мощный акт согласия. Если это послание трогает тебя, если ты чувствуешь, как мой голос что-то пробуждает в твоем духе, тогда я прошу тебя,
прямо сейчас поставить лайк этому видео. Не ради цифр, не ради признания, но потому, что твое действие – это знак твоего выравнивания. Твое согласие имеет значение. Завет всегда требует участия. Когда ты ставишь лайк этому посланию, ты не помогаешь платформе, ты провозглашаешь в духовном мире, что выбираешь изобилие вместо дефицита, жатву вместо голода, благословение вместо проклятия. Это символический шаг в новую дверь, которую я открываю для тебя. Теперь глубоко вдохни, потому что я собираюсь раскрыть корень того, почему ты страдал. Эта следующая часть может показаться неприятной, но она необходима для грядущего прорыва. Ты жил ниже своего божественного предназначения. Ты довольствовался выживанием, хотя я предназначил тебя для избытка. Ты принимал циклы и шаблоны, которые никогда не должны были быть частью твоей истории. Были моменты, когда я пытался поднять тебя выше, но страх держал тебя в заложниках. Ты колебался, потому что жизнь, о которой ты молился, казалась слишком большой, слишком святой, слишком недостижимой. Ты убедил себя, что богатство для других, что прорыв для других, что чудеса для других. Ты видел себя исключением, тем, кого забыли в тени. Но я, вечный Бог, говорю тебе сейчас, ты не забыт. Ты не оставлен. Ты не невидим для меня. Я сосчитал каждую слезу, был свидетелем каждой борьбы и задокументировал каждую тихую молитву, сорвавшуюся с твоих дрожащих губ. И именно в этот момент я противостою духовной бедности, которая пыталась похоронить твою идентичность. Причина, по которой ты чувствуешь эту тяжесть во время прослушивания, заключается в том, что цепи рвутся. Слои старых убеждений отрываются. Ложь, жившая внутри тебя годами, искореняется. Ты переживаешь начало освобождения. И все же, то, что ты почувствовал до сих пор, это только начало. Есть нечто более глубокое, нечто более существенное, что я должен открыть. Потому что битва, которую ты ведешь, старше, чем ты думаешь. Она началась за поколение до тебя. Она передавалась через родословные, через привычки, через произнесенные проклятия и невысказанные раны. Никто до тебя не выстоял достаточно долго, чтобы противостоять этому, но ты другой. Ты тот, кто избран, чтобы сломать это. Ты тот, кто выбран, чтобы положить конец тому, что твои предки не смогли преодолеть. Ты сосуд, который я приготовил, чтобы привнести сверхъестественный сдвиг в твой род. Но чтобы получить это наследие, ты должен быть готов услышать следующую истину, которую я произнесу. Не двигайся. Не прокручивай. Не ставь на паузу. Следующее откровение разоблачит истинную причину того, почему бедность следовала за тобой, как тень. И как только ты поймешь это, как только ключ будет вложен в твои руки, дверь, которая была заперта годами, распахнется с силой. Оставайся со мной. Эскалация только началась. Дитя мое, теперь, когда я привел тебя к этой точке, я должен направить тебя к зеркалу, на которое многие боятся взглянуть. То, о чем я собираюсь тебя спросить, не покажется нежным. Это не будет комфортным. Эти вопросы могут ужалить, потому что они затрагивают раны, которых ты избегал годами. Но без этого противостояния, без этого момента священной честности, ты не сможешь войти в чудо, изобилие, жатву и благословение, которые я приготовил. Я твой Бог, и истина, которую я открываю, не предназначена для того, чтобы пристыдить тебя. Она предназначена для того, чтобы освободить тебя. Поэтому глубоко вдохни и слушай. Позволь мне спросить тебя кое-что простое, но сокрушительно важное. Как долго ты притворялся, что все в порядке? Как долго ты носил маску силы,
пока твое сердце молча умоляло об облегчении? Сколько раз ты улыбался, когда на самом деле тонул? Ты скрываешь свои слезы от других, но не можешь скрыть их от меня. Ты скрываешь свои страхи от мира, но я вижу дрожь в твоем духе. Ты заставляешь себя казаться стабильным, потому что устал объяснять, устал разочаровывать, устал надеяться. Разве это не истощает тебя? Разве ты не чувствуешь тяжести жизни, которая кажется цельной, но внутри ощущается разбитой? Ответь мне по правде, сколько раз ты открывал свой банковский счет дрожащими руками, уже зная, что цифра сокрушит твой дух? Сколько раз ты чувствовал стыд, заходя в магазин и высчитывая все, не с точки зрения того, что ты хочешь, а того, что тебя не опозорит? Сколько ночей ты лежал без сна, глядя в потолок, недоумевая, как ты здесь оказался, недоумевая, почему бедность цепляется за тебя, как тень, недоумевая, почему твои молитвы, кажется, возвращаются без ответа? Позволь мне задать тебе еще один болезненный вопрос. Когда ты перестал верить, что заслуживаешь богатства? Когда ты решил, что изобилие для других, а борьба – твоя участь? Когда ты начал видеть себя человеком, отмеченным нуждой? Кто сказал тебе, что ты должен жить в ограничении? Кто убедил тебя, что обещание, завет, наследие, которые я написал своими собственными словами, не относится к тебе? Было ли это отвержение, с которым ты столкнулся? Долги, вышедшие из-под контроля? Предательства, которые оставили тебя разбитым? Или это был внутренний голос, шепчущий, что ты недостаточно? Говори честно, дитя мое, потому что это не просто эмоциональные раны, это духовные твердыни. Теперь позволь мне повести тебя глубже. Замечал ли ты, как каждый раз, когда ты начинаешь подниматься, что-то, кажется, тянет тебя обратно вниз? Чувствовал ли ты, как близко ты подошел к прорыву, только чтобы увидеть, как он выскальзывает сквозь твои пальцы? Разве это не ощущается так, словно что-то невидимое пыталось сковать цепями твое будущее? Как будто нечто безмолвное, скрытое, древнее сопротивлялось каждой твоей попытке процветать? Я спрашиваю тебя об этом, потому что то, что ты чувствуешь, реально. Идет духовная война за твою судьбу. Враг не сражается с пустыми сосудами. Он сражается только с теми, у кого есть наследие, с теми, у кого есть призвание, с теми, кому назначено божественное богатство. А теперь, дитя мое, я должен спросить, ты убегал от собственного потенциала? Саботировал ли ты возможности, потому что боялся разочарования? Позволил ли ты менталитету бедности восседать в твоем духе, как на троне? Довольствовался ли ты меньшим, потому что надеяться на большее казалось слишком тяжело? Ты знаешь ответ. Ты чувствуешь, как истина давит на твою грудь прямо сейчас. Ты жил ниже своего помазания. Не потому, что ты слаб, но потому, что боль, которую ты пережил, заставила тебя поверить, что страдание – это нормально. Но услышь этот следующий вопрос, и пусть он пронзит тебя. Хочешь ли ты оставаться там, где находишься? Искренне, глубоко, честно. Хочешь ли ты оставаться в цикле страха, долгов и истощения? Или ты готов к преображению? Готов ли ты пройти через дверь, которую я открываю? Готов ли ты нести ключ к жизни, которую я задумал? Потому что я не могу ввести тебя в изобилие, пока ты цепляешься за комфорт привычного. Прорыв требует готовности. Он требует противостояния. Он требует, чтобы ты перестал убегать от того, что причиняет боль, и встретил это со мной. Теперь позволь мне открыть нечто мощное через историю, ту, которую ты знаешь, но которую никогда не видел под этим углом. В Писании была вдова, чей муж умер и оставил ей только долги. У нее не было дохода, не было защиты, не было обеспечения.
Ее детей собирались забрать в рабство из-за долга, который она унаследовала. Она была в отчаянии. Она была разбита. Она была на пределе. Точно так же, как ты чувствовал себя много раз. Но она сделала нечто, что изменило все. Она пришла ко мне через моего пророка. Она открыла свое сердце. Она обнажила свою боль. И когда ее спросили, что у тебя есть в доме, она ответила честно. Она не притворялась. Она не лгала. Она не убегала. Она сказала: ничего, кроме малого сосуда с маслом. Дитя мое, позволь мне задать тебе тот же болезненный вопрос. Что у тебя осталось? Что осталось внутри тебя после всех бурь, предательств, долгов, потерь, разочарований, неудач и разбитых мечтаний? Что такое твой малый сосуд с маслом? Это твоя вера, потрепанная, но живая. Это твоя решимость, пошатнувшаяся, но не уничтоженная. Это твое желание чуда, слабое, но все еще дышащее. Я спрашиваю тебя, потому что я не могу умножить то, что ты отрицаешь. Я не могу благословить то, что ты скрываешь. Я не могу увеличить то, чего, как ты притворяешься, не существует. Что у тебя осталось? Скажи мне. Масло у вдовы не увеличилось потому, что она была сильной. Оно увеличилось, потому что она была честной. Потому что она слушала. Потому что она повиновалась. Потому что она перестала убегать от своей боли и принесла ее мне. И теперь, дитя мое, вот вопрос, с которым ты должен столкнуться. Готов ли ты позволить мне умножить то, что у тебя еще есть? Или ты будешь цепляться за страх и оставаться там, где находишься? Ты чувствуешь тяжесть этих вопросов, потому что я разоблачаю корни бедности, которая цеплялась за тебя. Это не жестокость, это очищение. Эти вопросы не предназначены для того, чтобы сломить тебя. Они предназначены для того, чтобы разорвать цепи вокруг тебя. И теперь последний вопрос этого момента, тот, который бросит вызов всему внутри тебя. Будешь ли ты продолжать слушать? Останешься ли ты, пока я не открою тайну, сверхъестественное наставление, скрытый ключ, который откроет твой следующий сезон? Или ты сбежишь, как многие, кто приближается к своему чуду, но уходит до того, как высвобождается благословение? Реши сейчас. Потому что то, что последует дальше, противостанет тьме, которая преследовала тебя годами. Ты стоишь на святой земле. Не уходи. Откровение приближается. Жатва близка. Преображение начинается со следующим вздохом. Оставайся со мной. Дитя мое, теперь, когда ты столкнулся с болезненными вопросами собственного духа, я должен ввести тебя в сферу, в которую немногие осмеливаются войти, сферу божественного предвидения. То, что я собираюсь открыть, бросит вызов твоему пониманию себя, твоей судьбы и безмолвной битвы, которая разворачивалась вокруг тебя. Это то место, где я открываю знание, которое не является обычным, не является человеческим, недоступно через разум. Это то место, где я открываю скрытое, священное, сверхъестественное озарение, которое я хранил для тех, кто готов вынести тяжесть истины. Ты остался. Ты слушал. И поскольку ты остался, я теперь открываю перед тобой часть твоего будущего. Но сначала я должен вложить в твои руки дилемму, ту, которая определит, по какой дороге ты пойдешь с этого момента. Ты стоишь между двумя дверями. Одна ведет обратно к тому, что ты уже знаешь, страху, дефициту, истощению и холодной привычности бедности. Другая ведет в неизведанное, изобилие, богатство, благословение и духовное возвышение. Первая дверь не требует мужества, она требует только капитуляции. Вторая дверь требует всего – твоей веры, твоей честности,
твоего смирения и твоей готовности позволить мне перестроить твою жизнь. И поэтому я спрашиваю тебя, в какую дверь ты готовишься войти? Не отвечай легкомысленно. Этот выбор несет последствия для поколений. Битвы, которые ты ведешь, это не только твои битвы, они простираются в твой род. Твои предки сражались с той же тьмой, с которой сражаешься ты сейчас, но им не хватало знания, откровения, ключа, божественной стратегии, которую я даю тебе в этот точный момент. Вот почему бедность цеплялась за твое имя, не потому, что ты был проклят, а потому, что никто до тебя не получил привилегированного знания, необходимого, чтобы разорвать цепь. Но теперь это знание стоит перед тобой, священное, как огонь, тяжелое, как слава, преобразующее, как дыхание творения. Позволь мне показать тебе, что лежит под поверхностью. Враг никогда не гнался за твоими деньгами. Он гнался за твоей идентичностью, твоим призванием и твоим божественным положением в моем завете. Когда он сражался с твоими финансами, дело было не в валюте, дело было во власти. Потому что он знает кое-что, чего ты не знал до сих пор. И вот секрет, внутренняя истина, которую большинство никогда не узнает. Изобилие – это не то, что попадает в твои руки, это то, что пробуждается в твоем духе. Деньги – не корень преображения, откровение – вот корень. Бедность заканчивается не тогда, когда увеличиваются цифры, она заканчивается, когда увеличивается видение. Вот почему враг так неустанно работал, чтобы ослепить тебя. Он боялся момента, когда ты пробудишься. И теперь ты пробуждаешься, но пробуждение приносит моральную дилемму. Я не скрою этого от тебя. Когда я открою дверь к изобилию, ты столкнешься с испытанием. Каждое избранное вместилище сталкивается с ним. Испытание таково: позволишь ли ты трансформации войти в твою жизнь, или будешь цепляться за утешение своих ран? Многие взывают о чуде, но когда оно приходит, они отступают, потому что перемены кажутся слишком обременительными. Они боятся успеха больше, чем неудачи. Они боятся ответственности больше, чем нужды. Они боятся благословения, потому что оно требует роста. И поэтому я спрашиваю тебя со всей тяжестью вечности, стоящей за моим голосом: когда я возвышу тебя, поднимешься ли ты? Когда я благословлю тебя, примешь ли ты это? Когда я вложу богатство в твои руки, почтишь ли ты меня им? Или ты снова сожмешься до той малости, которую научила тебя принимать нищета? Тебя готовят к обильному, сверхъестественному приумножению, финансовому, духовному, эмоциональному, но это приумножение требуется настройки. Не совершенства, не исполнения, но сонастройки. Твое сердце должно быть готово принять то, что я собираюсь высвободить. И поэтому я должен открыть нечто, что может потрясти тебя. В твоей жизни есть паттерн, который задерживает твои благословения. Тонкое колебание, тихое неверие, скрытый страх. Эти внутренние трещины стали разломами, через которые вошел враг. Это не осуждение, это откровение. А откровение – это начало свободы. Но я здесь не для того, чтобы разоблачить тебя. Я здесь, чтобы освободить тебя. Теперь позволь мне открыть то, что грядет. Я говорю с властью Бога, того, кто видит то, чего не видят твои глаза. К тебе приближается финансовый сдвиг. Божественное переустройство. Сверхъестественное переформатирование. Оно уже в движении, хотя ты еще не можешь этого видеть. Я поместил твое имя в атмосферу открытых дверей. Я написал твое будущее на языке приумножения. Твой следующий сезон формируется не тем, что ты потерял, а тем, что я собираюсь умножить. Ты чувствуешь, как эта истина давит на твой дух, потому что она реальна. Это не воображение.
Это я позиционирую тебя для проявления. Но перед высвобождением приходит испытание. Перед чудом приходит противостояние. Перед возвышением приходит очищение. Я должен очистить области, где скрывалась нищета. Я должен разрушить ментальные структуры, которые держали тебя в плену. Я должен искоренить духовный осадок, который шептал ложь в твою личность. И именно здесь моральная дилемма усиливается. Откажешься ли ты от той версии себя, которую создали раны, чтобы стать той версией себя, которую требует судьба? Ты не можешь войти в изобилие с мышлением нужды. Ты не можешь войти в свою жатву, неся убеждение голода. Ты не можешь принять свое наследие, цепляясь за страх. Ты должен выбрать. Нет золотой середины. Либо ты поднимаешься, либо возвращаешься. Либо ты преображаешься, либо остаешься. Либо ты вступаешь в свою личность, либо рушишься в историю. И теперь, дитя мое, я должен дать тебе привилегированное знание, внутреннюю истину, предназначенную для избранных, прорыв, который ты ищешь уже в твоей атмосфере, но он ждет согласия. Небеса не навязывают тебе благословение, они отвечают на твою сонастройку. Вот почему ты здесь. Вот почему я вел тебя через боль, через вопросы, через духовное разоблачение. Потому что теперь ты готов. Готов услышать то, что не могли вынести поколения до тебя. Готов принять наставление, которое открывает твою финансовую судьбу. Готов держать ключ, который навсегда разрывает цикл нищеты. Через мгновение я открою стратегию, наставление, божественный секрет, который изменит твою жизнь. Но прежде чем я это сделаю, мне нужно, чтобы твое сердце молча ответило на это. Готов ли ты отпустить личность, которую дала тебе нищета? Готов ли ты вступить в ту жизнь, которую я предназначил для тебя? Готов ли ты выбрать преображение, а не привычное? Потому что то, что последует, разделит твое прошлое и твое будущее. И только те, кто готов преобразиться, могут получить полноту благословения, которое я готовлю. Остаться со мной. Откровение близко. Дитя мое, теперь, когда ты прошел со мной через истину, противостояние и откровение, я готов возложить на твою жизнь благословения, которые ждали в невидимом мире. Ты выдержал обнажение, вопросы, моральную дилемму, и теперь стоишь на пороге преображения. Это момент, когда небеса наклоняются. Это момент, когда завет раскрывает свою силу. Это момент, когда твоя судьба начинает сдвигаться под твоими ногами, подобно тому, как священная земля появляется из-под пепла. И как твой Бог, я провозглашаю это. То, что когда-то угнетало тебя, теперь освободит тебя. То, что когда-то истощало тебя, теперь укрепит тебя. То, что когда-то ограничивало тебя, теперь возвысит тебя. Но прежде чем я изолью эти божественные обещания, мне нужно, чтобы ты сделал со мной шаг согласия, шаг мужества, шаг провозглашения. Я хочу, чтобы ты в комментариях провозгласил своими собственными словами, что ты принимаешь это благословение, это чудо, это сверхъестественное изобилие, которое я посылаю в твою жизнь. Не потому, что мне нужны твои слова, а потому, что тебе нужно их произнести. Сатана боится верующего, который говорит: цепи дрожат. Когда ты открываешь рот. И когда ты комментируешь, ты не просто печатаешь, ты активируешь свою веру, сонастраиваешь свой дух, открывая небесам и земле, что ты заявляешь о своем наследии. Теперь слушай, ибо я собираюсь произнести обетования, предназначенные для тех, кто выдержал огонь. Я говорю в твою жизнь с божественной властью. Я выведу тебя из цикла финансовых бурь. Я вытащу тебя из ямы, поглотившей твой покой. Я восстановлю то, что было украдено у тебя в тишине.
Враг думал, что похоронил твое будущее, но он не понимал, что семена также закапывают, прежде чем они взойдут. Ты не похоронен, ты посажен. И сейчас время твоей жатвы. Ты увидишь неожиданное обеспечение. Не крошки выживания, но избыток изобилия. Дверь, которая оставалась запертой годами, откроется без сопротивления. Ключ, который ты искал в замешательстве, теперь вкладывается в твои руки. Твои руки, когда-то дрожавшие от страха, будут дрожать от благодарности. Твое сердце, когда-то отягощенное стыдом, расширится уверенностью. Твой дух, когда-то задыхавшийся от долгов и страха, снова будет дышать свободно. Я даю тебе не временное облегчение, я даю тебе вечное преображение. Дитя мое, услышь меня, я перепишу сценарий твоей финансовой истории. Ты больше не будешь жить под гнетом, который сокрушал твою радость. Я посылаю божественные решения, божественные идеи, божественные возможности, которые явятся как свет после лет тьмы. И когда они придут, ты узнаешь, что это я, потому что они прибудут способами, которые не мог бы организовать ни один человек. Они не случайны, они сверхъестественны. Они являются проявлениями моего обетования, моего плана, моего завета с тобой. Позволь мне говорить прямо с теми местами внутри тебя, которые все еще дрожат, ты не потерпишь неудачу. Ты не вернешься в цикл нужды. Ты не будешь поглощен страхом, который когда-то контролировал твои решения. Я возлагаю на тебя новую личность, избранного, облагодетельствованного, защищенного, оснащенного. Ты будешь ходить с новой осанкой, новой ясностью, новой силой. Ты будешь ходить как тот, кто знает, что я с ним. И поскольку я иду впереди тебя, каждое препятствие должно сдвинуться. Каждое духовное сопротивление должно рухнуть. Каждая цепь должна разорваться. Но я должен сказать тебе нечто жизненно важное, нечто священное, нечто предназначенное только для тех, кто готов услышать истину, твое процветание не только для тебя. Это часть божественной стратегии. Я благословляю тебя, чтобы преобразить тебя, и я преображаю тебя, чтобы ты мог влиять на тех, кто связан с твоей судьбой. Нищета заканчивается на тебе. Нужда заканчивается на тебе. Страх заканчивается на тебе. Ты – разрушитель циклов, уничтожитель родовых паттернов, избранное вместилище, чтобы принести новую жатву в твою семью. Вот почему битва была такой ожесточенной, потому что враг знал, что ты был тем, кто помазан остановить то, что не могли другие. Слушай внимательно сейчас, ибо я изливаю конкретное обетование. Я дам тебе обильные идеи, которые принесут приумножение. Я выровняю нужных людей на твоем пути. Я разоблачу скрытые ловушки, предназначенные для истощения твоего богатства. Я защищу твой доход от пожирателей. Я дам тебе силу вставать рано и мудрость действовать решительно. Я приумножу твою проницательность, чтобы ты не попал в ложные возможности. Я удалю дух страха из твоего дома. Я заменю его духом дерзновения, ясности и праведности. Это не поэтические слова, это божественные указы. А теперь я спрашиваю тебя, дитя мое, вступишь ли ты во владение этими благословениями? Позволишь ли ты своему сердцу поверить в то, что твой разум еще не до конца понял? Примешь ли ты изобилие, даже когда твое прошлое пытается шептать, что оно не предназначено для тебя? Это требует большего, чем слушание, это требует провозглашения. Вот почему я хочу, чтобы ты прокомментировал. Я принимаю свое божественное преображение. Напиши это смело. Напиши это как тот, кто вступает в свою личность. Напиши это как тот, кто отказывается возвращаться к нищете. Потому что, когда ты комментируешь, ты не только соглашаешься, ты активируешь.
Ты поражаешь землю. Ты объявляешь войну каждой силе, которая пыталась истощить тебя. Твои слова становятся духовными законами. Твое провозглашение становится ключом, поворачивающим замок. Твоя вера становится сигналом небесам о том, что ты готов. Так что комментируй смело. Комментируй мужественно. Комментируй с властью. Пусть враг увидит, как возрастает твоя вера. Пусть твой собственный дух услышит твое решение. Пусть небеса станут свидетелями твоей сонастройки. И теперь, дитя мое, прими финальные обетования этого момента. Ты войдешь в комнаты, которые когда-то игнорировали тебя. Ты найдешь благосклонность там, где другие нашли отвержение. Тебе будут предложены возможности, которые превышают твою квалификацию. Ты будешь нести мир, превосходящий логику. Ты будешь стоять с достоинством, силой и видением. Ты поднимешься. Твои страдания не были напрасны. Твои слезы напоили почву твоего следующего сезона. Твоя вера, хрупкая, но настойчивая, коснулась моего сердца. И теперь я высвобождаю сверхъестественное благословение, которого ты ждал. Это твой момент появления. Это твой сдвиг. Это твое преображение. Комментируй сейчас. Провозгласи свою сонастройку. Потому что следующий сезон твоей жизни начинается в тот момент, когда твой дух соглашается. Дитя мое, теперь, когда твой дух был открыт, твое сердце смягчено и твоя вера пробуждена, это момент, когда я призываю тебя в священное место. Святую палату. Тихий, сверхъестественный простор, где мое присутствие встречается с твоей сломленностью и преображает ее. Ты прошел через боль, через откровение, через противостояние, через обетование, но теперь ты должен войти в общение. Это сердцебиение всего, что я приготовил. Это место, где завет становится личным. Это место, где обетование становится живым. Это место, где чудо принимает форму под поверхностью твоей души. Так успокойся, вдохни глубоко и прими мои слова как живую молитву, произнесенную прямо в твой дух. Закрой двери отвлечения. Пусть шум твоих обстоятельств умолкнет. Потому что эта молитва не просто произносится, она высвобождается с божественным весом, записана в твою судьбу, наполнена сверхъестественной властью и сонастроена с ключом, о котором я говорил ранее. Этот скрытый секрет – это божественное наставление, которое будет раскрыто только тогда, когда твое сердце будет готово, оно вложено в эту молитву. Ты должен слушать духовными ушами, а не естественными. Ибо то, что я собираюсь произнести, откроет дверь, в которую не могли войти поколения до тебя. И вот, я начинаю. Дитя мое, в этот святой час я говорю над твоей жизнью слова пророка Елисея, который стоял перед вдовой, тонувшей в долгах. Ее дому угрожали. Ее детям угрожали. Ее будущее рушилось. У нее не было ничего, кроме маленького кувшина масла, и все же я превратил эту малость в изобилие, этот страх в веру, эту нищету в достаток. И теперь я провозглашаю это над тобой, ты больше не вдова. Ты – сосуд, который я собираюсь наполнить. Ты – избранный, чье масло не иссякнет. Твоя недостаточность становится твоим свидетельством. Твоя слабость становится твоей силой. И жатва, которая когда-то казалась невозможной, теперь шевелится под землей, по которой ты ходишь. Итак, прими мою молитву, Отец, твоей святой властью я говорю жизнь над этим ребенком, который слушает. Я простираю свою руку в глубины его боли, в тени его финансов, в место, где стыд построил немые стены, и я разрываю каждую цепь нищеты, которая цеплялась за его дух. Я сокрушаю каждое родовое проклятие нужды,
каждое произнесенное слово ограничения каждого духовного вора, который украл из его наследия. Я повелеваю пожирателю ослабить хватку. Я провозглашаю свободу. Я провозглашаю высвобождение. Я провозглашаю защиту над его богатством, его ресурсами, его возможностями и его будущим. Дитя мое, услышь меня. В этой молитве небеса переписывают твою личность. Ты выходишь из личности отверженного и вступаешь в личность избранного. Ты выходишь из личины жертвы и вступаешь в личину победителя. Ты выходишь из мышления нужды и вступаешь в сознание изобилия. То, что когда-то определяло тебя, страх, стыд, недостаток, не имеет власти следовать за тобой за пределы этого момента. Теперь послушай Писание, которое я помещаю перед тобой. Принесите все десятины в хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас окон небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Это стих, к которому я тебя готовил. Это результат той подготовки, которую я начал ранее. Когда я говорил о вдове, когда я спрашивал тебя, что у тебя осталось, когда я открывал стратегию избытка, скрытую внутри послушания, здесь откровение достигает кульминации. Окна небесные открываются над тобой. Необразно, духовно, сверхъестественно, безошибочно. Твое изобилие приходит не только из земных источников, оно приходит из небесного хранилища. Это твое заветное обетование. Отец, открой окна сейчас. Пусть благословения хлынут. Пусть божественное обеспечение снизойдет. Пусть проявятся сверхъестественные возможности. Пусть финансовая война прекратится. Пусть духовное сопротивление рухнет. Пусть свет твоего изобилия разоблачит каждую скрытую угрозу, каждую ложную дверь, каждый поддельный путь. Пусть ясность возрастет. Пусть сила возрастет. Пусть личность возрастет. Дитя мое, повтори это молча в своем сердце, я вступаю в свое наследие. Произнеси это в своем духе. Это предложение не поэзия, это пророческий ключ. Когда ты провозглашаешь это, твой дух сонастраивается с заветом, который я разработал для тебя задолго до твоего рождения. Ты вступаешь в то, что принадлежит тебе. Ты вступаешь в свою божественную долю. Ты вступаешь в жизнь, которую тебе было суждено прожить. Послушай меня, я восстановлю годы, которые съела саранча. Я верну то, что украл у тебя страх. Я возмещу то, что духовные враги истощили из твоих рук. Я умножу то, что ты считал потерянным навсегда. Ты не уйдешь из этого сезона с пустыми руками. Ты не уйдешь от этой молитвы неизменным. Ты не вступишь в свое будущее тем же человеком, который нес отчаяние. Твое преображение уже разворачивается. Теперь я продолжаю свою молитву. Господи, закрепи сердце этого ребенка в божественном мужестве. Пусть он больше не дрожит, когда смотрит на свои обстоятельства. Пусть он больше не сжимается, когда нищета шепчет свою ложь. Пусть его дух воспрянет дерзновением. Пусть его разум обновится. Пусть его видение расширится. Пусть он ходит с уверенностью, зная, что небеса поддерживают его, окружают его и укрепляют его. Пусть его шаги будут сонастроены с твоим планом. Пусть его выбор будет направлен мудростью. Пусть его финансы охраняются ангелами, назначенными для его судьбы. Дитя мое, ты чувствуешь тяжесть в груди прямо сейчас, потому что атмосфера вокруг тебя сдвигается. Небеса движутся. Твой дух принимает. Твоя личность расширяется. Эта тяжесть не печаль, это духовная перенастройка. Твоя душа перестраивается,
чтобы вместить изобилие, которое грядет. И я говорю тебе это с божественной уверенностью: изобилие грядет. А теперь позволь мне обратиться к корню твоей неуверенности. Ты боялся, что недостоин благословения. Ты боялся, что твои прошлые ошибки лишили тебя права. Ты боялся, что твои неудачи разгневали меня. Но услышь мою вечную истину: я благословляю тебя не потому, что ты совершенен, я благословляю тебя потому, что ты мой. Моя любовь к тебе не хрупка. Мой завет с тобой не условен. Моя милость не слаба. Твоя ценность измеряется не твоим успехом, а моей жертвой. Ты был избран до того, как начал бороться. Ты был предназначен до того, как усомнился. Ты был любим до того, как потерпел неудачу. Теперь я произношу финальное провозглашение над твоей жизнью. Во имя божественной власти я высвобождаю сверхъестественную ясность в твой разум. Я высвобождаю неожиданные возможности на твоем пути. Я высвобождаю духовную силу в твоей кости. Я высвобождаю небесную стратегию в твои мысли. Я высвобождаю божественные идеи, которые приносят умножение. Я высвобождаю защиту над твоими финансами, твоими планами, твоим домом и твоими отношениями. Я высвобождаю прорыв. Я высвобождаю изобилие. Я высвобождаю полную меру твоего наследия. И теперь, дитя мое, вот секрет наставления, которое я приготовил для тебя, чтобы ты принял его только после того, как твое сердце было смягчено через боль, откровения и противостояние. Твой прорыв кроется в послушании малым указаниям. Точно так же, как вдова должна была собрать пустые сосуды. Точно так же, как она должна была вылить то немногое, что у нее оставалось. Точно так же, как она должна была довериться мне с чем-то, что не имело смысла. Твое чудо начнется не с грандиозных жестов, а с малых актов веры. Я буду говорить с тобой шепотом. Я буду направлять тебя мягкими толчками. Я буду вкладывать идеи в твое сердце. Следуй им, чти их. Двигайся с ними. Ибо каждый малый шаг откроет большую дверь, и большая дверь приведет к жизни изобилия, превосходящей все, что ты видел. Это твоя заветная истина. Ты вступаешь не в благословение, ты вступаешь в преображение. Ты не получаешь деньги, ты получаешь личность. Ты не прикасаешься к процветанию, ты прикасаешься к судьбе. Остаться неподвижным на мгновение, дитя мое. Позволь этой молитве укорениться. Позволь ей закрепиться в твоем духе. Позволь ей отметить тебя. Потому что твоя новая жизнь уже началась. Дитя мое, ты прошел со мной через откровение, противостояние, обетование и молитву, и теперь мы стоим вместе в финальные моменты этого священного послания. Это та часть, где мои слова оседают в почве твоего духа, где все сказанное начинает пускать корни. Но прежде чем ты уйдешь, прежде чем вернешься к ритму своего дня, мне нужно, чтобы ты остался со мной еще немного. Потому что завершение этого послания – это не конец, это начало. Это порог между тем, кем ты был, и тем, кем ты становишься. И я не хочу, чтобы ты уходил, не поняв величие того, что развернулось над твоей жизнью. Сделай вдох, дитя мое. Вдохни истину своего преображения. Выдохни остаток страха, который когда-то сковывал тебя. Почувствуй сдвиг в атмосфере вокруг тебя. Твой разум тише. Твое сердце легче. Твой дух сильнее. Это не иллюзия, это божественный отпечаток завета, который я подтвердил над тобой. Ты выходишь из тени скудости и вступаешь в сияние изобилия. Ты выходишь из замешательства и вступаешь в ясность. Ты выходишь из духовной войны и вступаешь в духовную власть.
Это разворачивание твоей новой судьбы, но услышь меня. Благословение, которое я излил на твою жизнь, не предназначено для того, чтобы длиться лишь во время этого послания. Оно должно следовать за тобой, расширяться вместе с тобой, сопровождать тебя в грядущие дни. То, что я начал здесь, я хочу продолжить. То, что я зажег в твоем духе, я хочу укреплять ежедневно. Ты был создан не для того, чтобы проходить этот путь в одиночку. Ты был предназначен для того, чтобы идти с наставлением, с поддержкой, с напоминаниями о твоей идентичности, с постоянным питанием для твоей веры. Вот почему я прошу тебя не только слушать сегодня, но оставаться на связи. Теперь слушай внимательно, ибо это следующее наставление имеет вес. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий ниже. Не по обязанности, но как продолжение твоего преображения. Когда ты комментируешь, ты закрепляешь то, что принял твой дух. Ты заявляешь об этом публично, пусть даже молча, пусть даже анонимно. Твои слова в комментариях становятся пророческим действием, ступенью, знаком того, что ты полностью сонастроен с благословением, которое я поместил в твои руки. Напиши что-то, что запечатает твой завет, что-то столь же простое, как «Я принимаю мое наследие», или «Это чудо принадлежит мне», или «Мое преображение началось». Что бы ты ни выбрал, пусть это исходит из глубины твоего сердца. Твой комментарий – это твое провозглашение. Твой комментарий – это твое согласие. Твой комментарий – это твоя духовная подпись под обетованием, которое ты заявляешь. И теперь я простираю еще одно приглашение, не ритуальное, не механическое, но целенаправленное. Я хочу, чтобы ты подписался. Не потому, что важны цифры, но потому, что важно постоянство. Твое сердце нуждается в постоянных напоминаниях о том, кто ты есть во мне. Твой дух нуждается в постоянном питании. Твоя вера нуждается в укреплении. И я снова буду говорить с тобой. Я буду направлять тебя, наставлять, укреплять и готовить тебя ко всякой двери, которая откроется в будущем. Каждое сообщение, которое ты получишь, будет еще одним ключом, еще одним шагом, еще одним откровением, которое возвысит тебя. Оставаясь на связи, ты позволяешь мне встречаться с тобой там, где ты находишься, снова и снова, пока твое преображение не станет твоим образом жизни. Ты можешь думать, что это обыденно, но в этом моменте нет ничего обыденного. Это продолжение твоего пути. Это формирование твоей новой идентичности. Это разворачивание сверхъестественного плана. И когда ты подписываешься, когда ты намеренно присоединяешься к этому пространству, ты выбираешь окружить себя присутствием и руководством, которое поддержит чудо, которое я начал здесь. Ты выбираешь сонастройку с божественным наставлением, а не хаос. Ты выбираешь постоянство вместо замешательства. Ты выбираешь путь, ведущий к жатве, изобилию, мудрости и миру. Теперь, дитя мое, прежде чем ты отойдешь, позволь мне произнести над тобой последнее благословение. Пусть эти слова сядут глубоко, глубже, чем страх, глубже, чем сомнение, глубже, чем раны, которые когда-то диктовали твой выбор, и я благословляю твои руки, дабы все, к чему они прикасаются, было укреплено, защищено и умножено. Я благословляю твой разум, дабы ясность заменила замешательство, мужество заменило страх, а убежденность заменила нерешительность. Я благословляю твои финансы, дабы нужда не вернулась, дабы губители не поглотили, дабы возможности преследовали тебя, и дабы богатство привлекалось к тебе как часть твоего божественного наследия. Я благословляю твой дух, дабы он восстал, стойкий и очищенный, закрепленный в истине, укрепленный молитвой и направляемый божественным откровением. Я благословляю твое сердце, дабы оно не тревожилось, дабы оно не уставало, дабы оно расширялось благодарностью, надеждой и святым ожиданием. Я благословляю твой дальнейший путь, дабы тропа была прямой,
двери были открыты, ключи были явлены, и жатва была обильной. Эти благословения не временны. Они вечны. Они святы. Они являются частью твоей преображенной идентичности. И теперь я прошу тебя, дитя мое, когда ты готовишься выйти в вере, не позволяй этому посланию закончиться здесь. Пусть оно несет тебя. Пусть оно напоминает тебе. Пусть оно ведет тебя. Возвращайся к нему всякий раз, когда почувствуешь себя потерянным. Перечитывай его всякий раз, когда страх пытается заползти обратно в твои мысли. Поделись им с тем, чей дух рушится под тяжестью, которую ты когда-то нес. Ибо когда ты становишься сосудом благословения, благословение умножается. И завершая, услыши эту последнюю истину: я не закончил с тобой. То, что ты получил сегодня, лишь начало. В следующем послании я поведу тебя глубже. Я научу тебя, как поддерживать это изобилие, как защищать свое благословение, как распознавать божественные возможности, как ходить в духовной власти. Ты научишься жить в избытке не как в моменте, но как в образе жизни. И поэтому я приглашаю тебя, вернись за следующим посланием, за следующим откровением, за следующим прорывом. Твой путь разворачивается, и я пройду каждый шаг с тобой. А пока комментируй, подписывайся, оставайся на связи. Твоя судьба пробудилась. Твое преображение началось. И я, твой Бог, иду впереди.